Все монахини в монастыре, куда разрешен вход только женщинам, одна за другой начинают беременеть, повергая мать-настоятельницу в полнейшую панику. Когда она устанавливает скрытую камеру, то обнаруживает нечто шокирующее. Мать Жаклин была в своем кабинете, глубоко погруженная в рутину монастыря Дева Мария, которой она руководила твердой рукой и непоколебимой верой. Она просматривала задания и молитвы на ближайшие дни, когда услышала стук в дверь. Монахиня фыркнула, расстроенная тем, что ее прервали, но сделала глубокий вдох, прежде чем ответить. Дверь медленно открылась, и появилась сестра Клэр, ее правая рука в монастыре. Клэр редко беспокоила ее во время планирования, поэтому Жаклин сразу почувствовала, что происходит что-то серьезное. «В чем дело, сестра Клэр?» — спросила она, откладывая бумаги в сторону. Монахиня с нотками беспокойства в голосе сразу перешла к делу. «Послушница Сара очень больна. Ее безостановочно рвет в ванной». Глаза Жаклин расширились, и она немедленно вскочила. Они быстро зашагали по тихим залам огромного монастыря. Они дошли до ванной, где Сара стояла на коленях перед унитазом, бледная и явно измученная. «Боже мой, что случилось, дитя мое?» — спросила Жаклин, подходя к ней. Сара с трудом вытерла рот и ответила. «Я не знаю. Мама. У меня уже несколько дней кружится голова, и меня тошнит. Я никогда раньше так себя не чувствовала». Жаклин нахмурилась. «Почему ты не сказала мне раньше, Сара?» «Я не хотела вас беспокоить», — слабо ответила девушка. Настоятельница вздохнула, пытаясь скрыть свое беспокойство. «Тебе не следовало держать это в секрете. Здоровье всегда на первом месте. Клэр, сходи в мой кабинет и принеси ключи от машины. Мы отвезем ее в больницу». Клэр поспешила уйти, пока Жаклин помогала Саре подняться и приводила ее в порядок. И тут что-то привлекло внимание настоятельницы. Послушница была одета не полностью, открывая выпирающий живот. Жаклин на мгновение замерла, почувствовав, как по спине пробежал холодок. «Сара, ты хорошо питалась в последнее время?» — спросила она, пытаясь отогнать очевидную мысль, которая только что пришла ей в голову. Послушница покачала головой. «Нет, матушка, я едва могла есть из-за тошноты». Жаклин с трудом сглотнула. То, что она считала невозможным, казалось более очевидным. Сара могла быть беременна, но она быстро отбросила эту мысль. Это было абсурдно. В монастыре Дева Мария, где правила были строгими и мужчины не имели туда доступа, такого произойти не могло. Монастырь был известен своей строгой дисциплиной. Жаклин не допускала мужчин на территорию, и все посылки принимались за воротами. Младшим послушницам даже не разрешалось покидать монастырь в течение первого года обучения, поскольку они находились в режиме полного погружения и изоляции от внешнего мира. Более того, Жаклин знала всех молодых женщин, находившихся под ее опекой. Сара приехала в монастырь всего несколько месяцев назад и с тех пор не имела никаких контактов с внешним миром. Этого не может быть. Жаклин размышляла по дороге, бросая обеспокоенные взгляды на живот молодой послушницы, сидевшей рядом с ней. В больнице Жаклин описала симптомы Сары-секретарши в приемной, которая сразу же удивилась. Мать-настоятельница заметила подтекст в ее взгляде. Их направили к доктору Синди Томпсон, врачу общей практики, которая также была акушером. Доктор внимательно выслушал рассказы и начал задавать Саре подробные вопросы. Когда началась тошнота? Хорошо ли вы питаетесь? Испытывали ли вы когда-нибудь эти симптомы раньше? Сара честно ответила, в то время как Жаклин внимательно следила за каждым словом. «Могу я взглянуть на ваш живот?» — спросила Синди. Жаклин одобрительно кивнула, и послушница сняла рясу.
Когда врач увидела живот, она задумалась, но у нее уже было ясное понимание. «Сара, прости, что спрашиваю, но были ли у тебя какие-нибудь отношения до поступления в монастырь?» — спросил доктор. Послушница, явно испытывая неловкость, покачала головой. Тут вмешалась Жаклин. «Она находится в монастыре уже несколько месяцев, доктор, и все это время не общалась с мужчинами». Синди с трудом сглотнула, но назначила анализы, чтобы подтвердить то, что уже казалось очевидным. Через несколько минут результаты были готовы. «Матушка, нет сомнений, что юная леди беременна», — сказала Синди. В комнате воцарилась тишина. Жаклин почувствовала, как земля уходит у нее из-под ног. «Это невозможно», — пробормотала она. Сара запнулась, на ее лице отразилась паника. «Этого не может быть. Я не могу быть беременна». Доктор Синди ответила спокойным, но твердым тоном. «Тест надежный, сестра, но, чтобы быть абсолютно уверенным, мы сейчас сделаем УЗИ». Жаклин, напуганная ситуацией, немедленно согласилась. Сару отвели в смотровую, где доктор подтвердил то, что уже показал первоначальный тест. Жаклин недоверчиво провела рукой по лицу. Доктор, понимая, как трудно матери-настоятельнице принять ситуацию, сказал: «Мама, мы повторили анализы, и УЗИ подтвердило это. Ошибки быть не может». Доктор Синди прописала лекарства, чтобы облегчить тошноту, и назначила регулярные дородовые осмотры. Жаклин поблагодарила ее и, пообещав, что они вернутся для дальнейшего обследования, покинула больницу. По дороге к машине Сара и Жаклин хранили молчание. Но как только машина тронулась, настоятельница не смогла сдержаться. «Сара, ты должна сказать мне правду. Ты что-то скрываешь от меня? Как был зачат этот ребенок?» Расстроенная послушница в отчаянии покачала головой. «Клянусь, мама, я не знаю. У меня никогда не было отношений ни с одним мужчиной. Я понятия не имею, как это произошло». Жаклин молчала, погруженная в свои мысли. Могла ли Сара говорить правду? Могла ли она быть непорочной? Новое божественное чудо? Мысль была одновременно захватывающей и пугающей. Как такое могло произойти под ее строгим наблюдением? Неужели это Бог испытывает ее веру? После долгой паузы Жаклин глубоко вздохнула и объявила: «Как только мы вернемся в монастырь, я позвоню твоей семье, они должны знать об этом». Но послушница крепко схватила настоятельницу за руку и взмолилась: «Пожалуйста, не говорите им. Я хочу остаться в монастыре. Я хочу сохранить это в тайне». Жаклин колебалась, но в конце концов сказала: «Ты совершеннолетняя. Если таково твое желание, я буду уважать его. Знай, что тебе здесь будут рады, как всегда. Я бы никогда не исключила тебя, особенно в таком состоянии». Жаклин улыбнулась впервые с тех пор, как все это началось. Сара с облегчением улыбнулась и выразила свою глубокую благодарность. Затем настоятельница снова обратила свое внимание на дорогу, сосредоточившись на том, чтобы благополучно доставить их обратно в монастырь. Через несколько минут они прибыли в монастырь Дева Мария. Благодаря лекарствам Саре уже было заметно лучше. Клэр бросилась им навстречу. «Как она? Мама, что это было?» — с тревогой спросила она. Жаклин сделала глубокий вдох, прежде чем ответить. Она беременна. У монахини отвисла челюсть. «Беременна? Как такое возможно?» Жаклин решительно приказала: «Собери всех сестер во дворе. Я должна сделать объявление». Вскоре после этого все монахини и послушницы собрались в большом внутреннем дворе монастыря. Жаклин начала: «На наши молитвы был дан ответ, который мы, возможно, не до конца понимаем. Сестра Сара беременна». Монахини обменялись недоверчивыми взглядами, но Жаклин подняла руку, призывая к тишине. «Этот ребенок — творение Божье. Не пытайтесь понять, как он был зачат.
Просто примите тот факт, что он был послан Богом, и поэтому все мы будем заботиться о нем и любить его». Она добавила, что Сара хотела сохранить беременность в тайне от внешнего мира и приказала, чтобы никто из сестер не обсуждал этот вопрос. Монахини выполнили указания Жаклин, но шок был очевиден. Позже в своем кабинете Жаклин поделилась своими сомнениями с Клэр. «В глазах Сары есть что-то такое, что меня не убеждает. Такое чувство, что она что-то скрывает. Как вы думаете, у нее был мужчина?» — спросила Клэр. «Не имеет значения, что я думаю. Пока мы должны поддержать ее и ждать развития событий. Бог укажет нам путь». Несмотря на решимость Жаклин, сомнения продолжали терзать ее. Проходили дни, и мать Жаклин вместе с Клэр внимательно наблюдали за Сарой, надеясь найти какой-нибудь ключ к разгадке причины ее беременности. Однако ничего необычного в этом не было. Послушница вела себя как обычно, смиренно и самоотверженно. Отсутствие ответов на вопросы укрепило веру в то, что послушница действительно могла быть удостоена божественного чуда. Однако ровно через 2 недели после того, как стало известно о беременности Сары, произошло нечто неожиданное. Сара вошла в кабинет матери-настоятельницы в сопровождении 2 других послушниц, которые поступили в монастырь примерно в то же время, что и она. Жаклин и Клэр были заняты закупкой продуктов, когда прибыли все 3. Увидев их, мать-настоятельница спросила: «Сара, что случилось? С ребенком все в порядке?» Послушница покачала головой. «Только не с моим ребенком. Но я думаю, что моим подругам тоже нужно пройти обследование, чтобы убедиться, что они здоровы». Глаза Жаклин расширились в замешательстве. «О чем ты говоришь, Сара?» В этот момент 2 послушницы, стоявшие рядом с Сарой, расстегнули рясу, обнажив свои выпирающие животы. Жаклин недоверчиво поднесла руку ко рту. Клэр застыла рядом с ней. «Вы обе беременны». Мать-настоятельница ахнула. Послушницы, явно потрясенные, начали объяснять. «Мы не знаем, как. Наши животы только начали расти. Объяснений нет». Жаклин, схватившись за грудь, повернулась к Клэр. «Позовите доктора Синди. Сейчас же». Монахиня бросилась звонить. После того, как стало известно о беременности Сары, Жаклин убедила врача посещать их исключительно в монастыре, чтобы сохранить ситуацию в тайне. Синди, глубоко религиозная и уважающая монастырскую жизнь, согласилась помочь. Как только ее вызвали, доктор бросила все дела и поехала в монастырь, захватив с собой кое-что из своего офисного оборудования. Увидев еще 2 беременных послушниц, Синди была ошеломлена, но сохраняла спокойствие. После обследования Синди подтвердила, что они беременны. Жаклин пошатнулась, почти теряя сознание, но Клэр поддержала ее. Настоятельница провела рукой по лицу, повторяя про себя: «Как такое возможно?» Синди воздержалась от вопросов о происхождении беременности, ограничившись тем, что сказала: «Я буду здесь, чтобы следить за ними всеми, мама. Теперь, когда у нас есть 3 беременные женщины, я буду регулярно посещать монастырь для дальнейшего обследования». Жаклин поблагодарила ее и проводила до выхода. Вернувшись в свой кабинет, Жаклин села лицом к 3 послушницам. Она внимательно посмотрела каждой из них в глаза и начала допрос. «У вас был какой-нибудь контакт с мужчиной? Да или нет? Пожалуйста, скажите мне правду». 3 послушницы категорически отрицали это. По их лицам текли слезы. У Жаклин не было другого выхода, и она начала признавать, что происходящее может быть чудом. Но в глубине души у нее оставались сомнения. Позже в разговоре с Клэр она призналась: «Я могла бы поверить, что одна послушница могла забеременеть благодаря божественному вмешательству, но 3 — это нереально». Монахиня попыталась утешить ее. «Мама, мы найдем объяснение. Бог всегда ведет нас. Рано или поздно правда всплывет на свет». Не успели они расслабиться, как в дверях появилась Эмилия.
Одна из старейших монахинь, бледная и дрожащая, сказав: «Матушка, тебе нужно кое-что немедленно увидеть». Жаклин и Клэр последовали за Эмилией в другую часть монастыря, где собралась группа младших послушниц. Там они нашли еще одну молодую послушницу, заметно бледную, ее подташнивало, и живот выдавал то, чего Жаклин боялась больше всего. «Нет, этого не может быть», — пробормотала настоятельница, чувствуя тяжесть недоверия, глядя на еще одну беременную послушницу. Шли дни, а Жаклин никак не могла успокоиться. После тщательного обследования всех женщин в монастыре выяснилось невозможное. 10 послушниц были беременны. Срок беременности составлял от 2 до 4 месяцев, и каждое новое открытие приводило настоятельницу в еще большее смятение. Жаклин мучилась из-за сложившейся ситуации. Должна ли она рассказать миру о том, что происходит в монастыре Дева Мария? Или ей следует сохранить это в тайне, как она делала до сих пор? Тяжесть принятого решения поглотила ее. С момента первой беременности она усилила монастырские правила, усилила охрану и следила за тем, чтобы ни один мужчина не приближался к воротам. Однако, казалось, ничего не могло остановить происходящее. Обсуждая ситуацию с Клэр и Эмилией, которым было поручено наблюдать за беременными послушницами, Клэр призналась в своих страхах. «Мне страшно, мама. Я никогда не представляла себя матерью. Вот почему я выбрала обет целомудрия. Но теперь я не могу не задаться вопросом, буду ли я следующей. Хотела бы я сказать, что это невозможно, Клэр, но сейчас мне кажется, что все возможно», — печально ответила Жаклин. Доктор Синди, наблюдавшая за беременностями, была не менее озадачена. Она попыталась собрать информацию у беременных послушниц, но все они настаивали на том, что это было божественное чудо. Однако, во время последней консультации с Сарой кое-что привлекло внимание Синди. Она попросила провести интимный осмотр, необходимый для оценки репродуктивного здоровья новенькой перед родами, но Сара отказалась. Обеспокоенный врач отправился непосредственно к Жаклин, чтобы сообщить о случившемся. Мать Жаклин: «Все беременные женщины кажутся здоровыми, но кое-что меня интригует». Сара отказалась пройти тщательный осмотр. «Это немного необычно, учитывая обстоятельства. Я еще не обсуждала это с остальными. Я хотела сначала предупредить вас». Жаклин нахмурилась. «Ты думаешь, она что-то скрывает?» Синди поколебалась, прежде чем ответить. «Я не знаю. Вся эта ситуация заставляет меня верить, что эти беременности действительно могут быть чудом, но я не могу исключить возможность традиционного зачатия. Другого логического объяснения нет. Я понимаю ваши подозрения, доктор, но даже если бы эта гипотеза была верна, кто бы мог оплодотворять послушниц, здесь нет мужчин», — вмешалась Клэр. Синди спросила: «Вы абсолютно уверены, что в монастырь не ходят мужчины?» Жаклин вздохнула и ответила: «Есть только один мужчина, отец Анатолий. Он служит нашей мессе, но ему 80 лет, и он всегда рядом со мной. Я отказываюсь верить, что он имеет к этому какое-то отношение. Он так же напуган, как и мы». Клэр задумалась и предложила нечто неожиданное. «Матушка, послушницы пришли из внешнего мира, прежде чем присоединиться к нам. Они могут что-то скрывать. Как бы мы ни присматривали за ними, мы не можем быть везде одновременно. Что, если что-то происходит за пределами нашего поля зрения?» Жаклин не рассматривала этот вариант, но Клэр настаивала. «Нам следует установить в монастыре скрытые камеры. Таким образом, если что-то произойдет, мы заснимем это на видео. Если ничего не будет зафиксировано, мы будем точно знать, что это божественное чудо, и нам нужно будет преклонить колени и молить Бога о прощении за то, что мы сомневались в Его силе». Синди, не менее любопытная и готовая помочь, предложила: «Я могу сама позаботиться о камерах. Мы сделаем это незаметно».
В тот же день, когда Эмилия собрала всех монахинь во внутреннем дворе на какое-то мероприятие, Жаклин, Клэр и Синди установили скрытые камеры во всех коридорах монастыря и местах общего пользования, чтобы никто ничего не заметил. В течение первых 2 дней Жаклин и Клэр часами анализировали записи, но не заметили ничего необычного. Они были готовы отказаться от этой идеи, убедившись, что все в порядке. Когда Клэр решила просмотреть ночные кадры, снятые в то время, когда монахини, как предполагалось, спали, именно тогда появилось нечто странное. Посреди ночи, когда во всем монастыре был выключен свет, было видно, как группа послушниц, в том числе беременные и несколько новоприбывших, молча покидали свои спальни и направлялись в святилище монастыря. Они оставались там около 2 часов, прежде чем вернуться в свои комнаты. Клэр побледнела. «Мама, посмотрите на это!» Подошла Жаклин, внимательно просматривая запись. Зал был священным местом, но это также было единственное место, где они не установили камеры, считая, что в этом нет необходимости. В святилище что-то происходит, и это связано с беременностями. Пробормотала настоятельница дрожащим голосом. Клэр, встревоженная увиденным, предложила напрямую поговорить с послушницами о том, что происходит в святилище. Однако Жаклин покачала головой. «Нет, Клэр, я всегда чувствовала, что эти послушницы что-то скрывают. Если мы сейчас обратимся к ним, они могут просто все отрицать и перестать ходить в святилище. Тогда мы никогда не узнаем правду». Клэр, заинтригованная, спросила: «Что мы будем делать, мама? Мы проследим за ними сегодня вечером. Мы выясним, что на самом деле происходит в этом месте», — твердо ответила Жаклин. Когда, наконец, наступила ночь, Жаклин и Клэр подготовились. Они выпили кофе, чтобы оставаться начеку, и сидели в кабинете Жаклин, наблюдая за камерами. Как обычно, послушницы молча вышли из своих комнат и направились в святилище. Примерно через 10 минут Жаклин сказала: «Настал подходящий момент. Пойдем». Они направились к святилищу, двигаясь медленно, чтобы их не заметили. Однако, когда они прибыли, то были удивлены. Святилище было пусто. Свечи оставались зажженными, отбрасывая свет на изображения и библейские росписи на стенах, но послушниц нигде не было видно. Жаклин в замешательстве пробормотала: «Они были здесь. Мы видели их на камерах. Мы видели, как они входили». Клэр в замешательстве огляделась и начала осматривать местность. Жаклин покачала головой, такая же растерянная, как ее спутница. Они вдвоем начали осматривать святилище, переходя из одной стороны в другую в поисках подсказок. И тут Клэр обо что-то споткнулась. «Осторожно!» — воскликнула Жаклин, помогая ей подняться. Клэр указала на то, что лежало на полу, слегка приподнятую деревянную доску, отличающуюся от остальных. Охваченная любопытством, Жаклин наклонилась, чтобы посмотреть. Приложив немало усилий, им удалось отодвинуть доску, под которой оказалась металлическая ручка, прикрепленная к конструкции в полу. Когда они потянули за ручку, открылся потайной ход. Клэр посмотрела на дыру в полу, ее сердце бешено колотилось. «Как вы думаете, мама, они внизу?» — спросила Клэр. «Это мы и собираемся выяснить. Пойди, принеси 2 фонарика», — сказала Жаклин. Меньше чем через 5 минут Клэр вернулась с фонариками. Жаклин шла впереди по коридору, Клэр следовала за ней. Туннель, сырой и древний, казалось, был построен столетия назад. Каменные стены были покрыты мхом, а в воздухе пахло влагой и землей. Клэр, нервничая, спросила: «Мама, вы знали, что он существует?» Жаклин ответила: «До меня доходили старые слухи о туннеле под монастырем. Я всегда думала, что это просто истории, с тех пор, как я стала руководить монастырем. До сих пор я больше ничего об этом не слышала». Клэр беспокойно огляделась по сторонам и спросила: «Куда это ведет?» Жаклин решительно ускорила шаг. «Это мы,
и собираемся выяснить, но одно можно сказать наверняка — этот туннель связан с беременностями». Пройдя несколько минут, они услышали голоса. Из конца туннеля донесся смех, сопровождаемый оживленным бормотанием. Жаклин остановилась, жестом попросив Клэр замолчать. Они осторожно продвигались вперед, пока не достигли каменной лестницы, ведущей на поверхность. Они осторожно приподняли крышку прохода и выглянули наружу. То, что они увидели, лишило их дара речи. На просторной площадке, напоминающей поляну, находились беременные послушницы в сопровождении молодых людей. Сара обнимала молодого человека, в то время как другие оживленно болтали с разными парнями. Жаклин быстро выбралась из коридора, ее твердый голос эхом разнесся по помещению. «Что здесь происходит?» Смех немедленно прекратился, и все присутствующие замерли. Сара, заметно нервничая, шагнула вперед. «Мама, я могу все объяснить». Жаклин скрестила руки на груди, ее глаза сверкали. «Тебе придется объяснить, и очень хорошо». Прежде чем Сара смогла ответить, их привлек внимание шум. Два священника прибежали на место происшествия и были так же озадачены, как и Жаклин. Отец Анатолий, тяжело дыша, спросил, что здесь происходит. В группе воцарилась тишина, и Сара, казалось, была на грани слез, в то время как другие послушницы в ужасе смотрели на молодых людей. Увидев прибывших отца Анатолия и Рафаэля, Жаклин поняла, где они находятся. Она сразу узнала это место — соседний монастырь, куда отправляли молодых людей, чтобы они начали свой путь к священству. Как и в монастырь Дева Мария, туда приходили молодые люди из разных слоев общества. Многих отправили туда их семьи, чтобы они нашли свой путь, в то время как другие искали призвание самостоятельно. Были и те, кто был там просто для того, чтобы оправдать ожидания своих родителей, без реального намерения следовать религиозному пути. Среди этих молодых людей был Стивен, мальчик, который верил в Бога, но никогда не собирался становиться священником. Он пришел в монастырь только для того, чтобы исполнить волю своих родителей. Именно он несколькими месяцами ранее обнаружил секретный туннель в одной из комнат, который напрямую соединялся со святилищем монастыря Дева Мария. Однажды ночью, исследуя туннель, Стивен появился в святилище монастыря и обнаружил Сару, которая была там одна и убирала помещение. Это была любовь с первого взгляда. Несмотря на то, что они знали, что нарушают правила, они начали тайно встречаться, движимые страстью. Вскоре другие монахи обнаружили туннель и отношения между Стивеном и Сарой. Под их влиянием другие послушницы, близкие к Саре, также начали использовать туннель для встреч с молодыми людьми. Образовались пары, и запрещенные встречи стали частыми. Со временем ситуация вышла из-под контроля. Ни в одном из этих мест не было доступных методов контрацепции, и новички практически не знали о последствиях. Когда Сара поняла, что беременна, остальные уже подозревали, что они в такой же ситуации. Заключив молчаливый договор, они решили держать все в секрете. Они использовали веру монастыря, чтобы оправдать беременность как божественное чудо, избегая суровых наказаний и скандала. Жаклин, Клэр и священники были ошеломлены, когда Сара и молодые люди все объяснили. Мать-настоятельница не смогла скрыть своего разочарования. «Вы нарушили свои обеты, солгали и сыграли с верой всех тех, кто по-настоящему предан ей, а также поставили под угрозу репутацию монастырей». Монахи и послушницы были явно пристыжены. Сара со слезами на глазах пыталась оправдать их действия. «Мама, мы верим в Бога, но чувствовали, что не готовы к такой жизни. Мы не хотели разочаровывать вас, поэтому солгали». Отец Анатолий и Рафаэль подошли к Жаклин и спросили, что им теперь делать. Жаклин посмотрела на сгорбившихся молодых людей, пристыженных, но раскаивающихся.
После долгого молчания она вздохнула и объявила: «Что мы будем делать? Мы их всех поженим». Послушницы и монахи удивленно подняли головы. Жаклин продолжила: «Слава Богу, вы все еще были послушниками и послушницами, проходящими обучение без заключительных обетов. Ваш выбор будет иметь последствия, но эти дети родятся в благословенных семьях под защитой Бога. Ваши грехи могут быть искуплены ответственностью и любовью». Несколько дней спустя в монастыре Дева Мария состоялось грандиозное венчание. Послушницы отказались от своих привычек и обвенчались со своими партнерами. Присутствовавшие родители всех участников были поначалу шокированы, но Жаклин поприветствовала их, успокоив: «Эти дети появляются на свет по божественной воле, даже если путь к этому был неверным. Теперь на нас лежит ответственность заботиться о них с любовью и верой». После свадьбы пары начали строить свою жизнь, в то время как монастыри претерпели глубокие изменения. Доктор Синди, которая внимательно следила за каждой беременностью, взяла на себя ответственность за роды. С заботой и самоотверженностью она приняла на свет всех младенцев, заботясь о здоровье как матерей, так и детей. Синди стала близким другом матери Жаклин и ее семей, регулярно посещая монастырь, чтобы оказать медицинскую и моральную поддержку. Туннель, который когда-то был символом секретности и нарушения закона, был официально открыт. Его перепрофилировали в кратчайший путь, а монахам было разрешено посещать мессы в монастыре. Кроме того, монастыри изменили свою политику. Молодые люди могли вступать в церковь только свободно и добровольно, без внешнего давления. Религиозная жизнь стала подлинным призванием, а не навязыванием. Жаклин, несмотря на все трудности, чувствовала, что достигла чего-то большего. Бог превратил хаос в возможность учиться и любить. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.